Приветствую вас, мои дорогие зрители. Ну вот и осень, необычная погода, и почему бы не совершить нам очередной маршрут для тех, кому интересны замки, усадьбы, старые церкви, кто не боится бродить по развалинам, но естественно любит дикую природу. Впрочем, остальные тоже могут присоединиться. А добрались в этот раз мы в небольшой городишко-деревушку Нитаура. Итак, начнем мы нашу прогулку от сохранившегося здания мельницы, построенной еще в конце XIX века. А сейчас это уютный гостевой дом на берегу живописного водохранилища. На берегу видим старый амбар, который доставили сюда из Екапельского края, а в настоящее время амбар служит в качестве бани. Но окунемся во времена более древние, то есть во времена крестовых походов начала XIII века. С приходов тевтонов здесь на долгие века закипели нешуточные военные и политические страсти за право контроля над этими территориями. В XII году XIII века эти земли были взяты под контроль орденом меченосцев, и уже позднее Ливонский орден включил его в состав сигулдских комтур. В 1277 году Вальтер фон Нортекен, магистр Ливонского ордена, выбрал это место для своего поселения из замка Нитау. Замок был построен на небольшом возвышении, которое с севера ограничено дугообразным крутым берегом реки Мергупе, и, как впоследствии показало время, это было стратегически верным решением для обороны крепости. Только с третьей попытки во времена Ливонской войны войску Ивана Грозного удалось сломить оборону замка, который на тот момент был под контролем Речи Посполитой. Но уже позже поляки под руководством Иоганна Биринга фон Хельмштадт отвоевали замок обратно. В результате очередной войны, но уже между Польшей и Швецией, город перешел под контроль шведов, но сам замок был сильно разрушен. К сожалению, до наших дней сам замок не сохранился, и на его месте сейчас стоит церковь, история которой не менее интересна, чем история уничтоженного замка. Первая церковь в замке магистра Ливонского ордена была известна еще с 1270 года. В конце 15 века церковь упоминается как церковь святой Екатерины. А в архивах от 1714 года отмечено, что церковь сильно разрушена и нуждается в реконструкции. И через 13 лет была освящена новая деревянная церковь. После Великой Северной войны Нитау вошел в состав Российской империи. 15 апреля 1761 года за заслуги в Семилетней войне российская императрица Елизавета Петровна пожаловала имение Нитау сенатору и генерал-губернатору графу Вильгельму Георгу фон Фермору. Шотландец по происхождению Вильям Вильямович Фермор, покоритель Кёнигсберга и герой Семилетней войны, родился в городе Псков Российской империи. Между прочим, в должности дежурного офицера, а затем генерального дежурного при Ферморе служил будущий великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, впоследствии называвший Фермора своим вторым отцом. После смерти жены Дарьи Доротеи Элизабет Брюс в июне 1762 года граф Фермор приказал снести обветшалую деревянную церковь и заложил первый камень в основание церкви на месте фундамента древнего орденского замка. Строительство церкви было завершено в 1770 году. Церковь получила название по святой Доротее, небесной покровительнице его жены Доротеи фон Фермор, что и было зафиксировано на мраморной доске с текстом на латыни, прикрепленной в башенной комнате. Вскоре после постройки церкви в 1771 году умер и сам граф. Могилы генерал-аншефа и его жены долгое время располагались в церкви, справа от алтаря. Там же были воздвигнуты и надгробия, которые зарисовал неутомимый Йоган Бродце. На надгробии была сделана надпись на божественной латыни. Под мрамором благочестиво покоятся кости благороднейшего мужа Вильгельма Исповедника. Ну а все тексты, которые запечатлел для истории Йоган Бродце, можно прочесть в описании под видео. В России, пожалуй, не особо вспоминают Фермора, но и не забывают совсем. Именем покровителя Кёнигсберга названа одна из улиц в современном Калининграде. Бог даст, может быть, когда-нибудь ему поставят и памятник. В 1917 году, во время Первой мировой войны, церковь была серьезно повреждена артиллерийским огнем, и от нее остались одни руины.
после аграрной реформы 1920 года поместье Нитауре было отнято у его последнего владельца Вильгельма Константиноста Стенбока Фермора. Ну а разрушенная церковь была восстановлена по проекту архитектора Паулса Кунзенша в 1928 году. Того самого, который был главным инициатором создания Латвийского этнографического музея под открытым небом, где он и был его первым руководителем. А останки некогда похороненных в церкви Ферморов были перенесены на местное кладбище, расположенное в полукилометре от поселка. Но на кладбище можно увидеть только сохранившиеся до наших дней могилы правнука Фермора, графа Федора Ивановича Фридриха Йогана и его жены Марии. Возможно, что их прославленный предок похоронен где-то рядом с ними. Боевые события во Второй мировой войны пощадили церковь, а в советское время выжила благодаря одной даме, Аустре Ванаге, которая защищала церковь от вандалов и прочих напастей того времени. И впоследствии она стала старостой церкви. А чем же еще примечателен Нитауре? И вот здесь я не могу об этом не упомянуть. Дело в том, что здесь родина 8-го самого адекватного, на мой взгляд, президента Латвии Берзинша. Сегодня это действующая лютеранская церковь, где проходят богослужения, свадьбы и культурные мероприятия, и является частью исторического наследия и символом духовной жизни. Ведь церкви – это каменные молитвы, устремленные шпилями к небесам. Они стоят, будто стражи памяти. В их стенах сплетены радость венчаний, горечь утрат и надежда на восход. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.